Сова зла или мудра? Ёль. Краболапки. Ой. Дай мне лапочку. Дай лапочку. Сова. Не помещаешься ты в кадр. Давай-ка. Ну дай лапку. Давай. Покажи силу. Сила совы. Очень сильные лапы. Она сейчас просто сжимает у меня пальцы. Ну, высвободиться я не могу. Все. Угу, да. Крабик. Очень сильно. У хищных птиц суставы на лапах таким образом сделаны на пальцах, что вот при усилии вытягивания они еще больше защелкиваются, и силой вытащить практически невозможно, если попал в лапку, только если птица сама отпустит. Вот. А обычно, если хватает там дикая хищная птица и не хочет разжимать, и у меня бывали случаи, когда хватало за обе руки, там, например, я ее под струю воды там под кран сувала, либо как-то, ну, чтобы она добровольно отпустила, то есть быстрее сломаешь пальцы птицы, чем вытащишь там руку. Да? Ты не хочешь хватать? Ну, у елки... Ой. У елки пальчики практически такой же толщины, как мои. Она ладонь спокойно обхватывает. Да, сова? Ну, и она прекрасно знает, что она может сделать этой ногой. Почему-то, если она ей поймает за лицо, будет очень-очень неприятно. Это к тому, что, как многие дети пишут, как они хотят филина. Сейчас я возьму линеечку. Где-то метр. Можно просто померить размерчики лапочек. То есть там у меня руки на самом деле довольно-таки большие. Ну, в смысле, это не елка маленькая. То есть многие думают, что я маленькая, поэтому елка кажется такой большой. На самом деле у меня рост 174 сантиметра, и это да, больше среднего. Вот, так вот, длина пальчика совы. Угу. Вот. 6 сантиметров сам палец. Где-то, ну, тут загибается, но, в общем, более 4 сантиметров длина когтя. То есть ладонь, вот, она может пробить насквозь когтями. Однажды она мне чуть было не пробила, но коготь уперся в сустав, то есть в кость. Поэтому она не смогла мне пробить насквозь. У нас был конфликт на почве давания таблеточек, и елка таким образом показала, чтобы я ей не пихала в рот никакой фигни, и сама ее ела. Вот, она просто взяла меня рукой, то есть своей ногой за мою руку, и отвела в сторону, крепко сжав и попав когтем вот так вот мне в руку. То есть в правую руку у меня там шрам до сих пор остался, я тогда уходила от нее с полной ладонью крови, вот так вот, чтобы ничего не заляпать. Вот, и люди, которые очень хотят себе филина, вы просто представьте, как вот эта лапочка может сомкнуться у вас где угодно. То есть, учитывая, что она сжимает ладонь спокойно, она может сжать ее, например, на шее, не знаю, ну, там на лице где-нибудь. А если у вас там домашние животные типа собак, детей и прочих зверюшек, им тоже может достаться. Это филин, это опасная птица, тем более не боящаяся человека. Ёль правильно воспитана. То есть она от меня, вот она уходит, она не нападает.
она меня знает, она считает меня как бы своим соплеменником, то есть тоже филином. В принципе, взрослые филины взрослых филинов особо не трогают, если они здоровые там и могут дать отпор. Они просто пытаются избежать конфликта. Но если у филина психика будет нестабильной, и вы не сможете воспитать правильно, а вы не сможете, не имея опыта, вполне возможно, что филин будет нападать. Очень часто такое бывает у птиц, воспитанных людьми, то есть у них нет страха перед человеком, и они не понимают, как должны себя правильно вести. Если воспитывают птицу такую без опыта работы с хищными птицами, очень часто вырастает психически нестабильная и психически травмированная птица с агрессией, с смещенной активностью, и очень часто они начинают нападать на людей, на своих хозяев. Вот. И кончается обычно это, в общем-то, либо птицу выкидывают, избавляются. Хорошо, если она не успеет нанести там серьезных травм и каких-то последствий, но для птицы в любом случае будет не очень хорошо и не очень весело. Поэтому задумайтесь, пожалуйста, когда вот вы ой-ой-ой, хочу филина, это очень опасно. И эта елка миленькая, елка уникальная, то есть она действительно, ну, можно сказать, единственная в своем роде. На одну вот такую вот елочку приходится около 5 филинов с испорченной психикой и поведением. Особенно, когда у них начинается период полового созревания, они начинают там охранять свою территорию от чужаков и пытаться там размножаться, и все вот это у них. Вот. Так что думайте, много раз думайте. Я уж не говорю о том, что это все-таки вообще птица не для домашнего содержания, то есть у меня есть возможность их держать, но не дома, я как бы работаю с этими птицами, я профессионал. Вот. Да, Юль, сейчас мы тебя выпустим. Поэтому я показываю, конечно, много всяких разных веселых, интересных вещей, но как-нибудь я все-таки соберусь, соберу в кучку фотографий, травм, полученных от птиц, выложу все это и расскажу, как я их получала, в общем-то, почему и что с этим происходит. Это опасно. У меня все руки в шрамах, у меня шрамы и на плечах, и там на руках, на ногах. У меня шрамы на обоих веках глаз, причем то есть сантиметр там ниже, я бы осталась без обоих глаз. Вот. И все это как бы получено профессионалом. То есть, учитывая, что завести филина чаще всего хотят не профессионалы, вообще не понимая, что это такое, можно очень сильно огрести и подставить под опасность окружающих вас людей. Не говоря уже о котиках. Да, Мурлок? Вот. Поэтому наслаждайтесь лучше через интернет такими птичками и вообще там в зоопарке посмотрите или что-нибудь еще. Не надо такое заводить, и даже думать об этом тоже не надо. Вот. Заводите котиков. Котики тоже могут делать кусь, и ведут они себя так же, как совушки, только лучше.